Друзья, насколько хорошо вы знаете об истории мира и событиях, произошедших много лет назад? Настало время проверить свои знания. Пройдите этот тест и проверьте свой уровень эрудиции. Вдруг вам даже удастся ответить правильно на все вопросы. Кто был первым западным исследователем, посетившим Китай? Марко Поло был самым первым европейцем конца XIII века, совершившим поход к востоку, где провел длительное время и собрал множество новой и интересной информации. Он явился первооткрывателем, проложившим важные торговые маршруты. Прославленный исследователь много лет пребывал во дворе хана в Монголии и Китае, посетил Японию, Юго-Восточную Азию и Персию. Итогом его скитаний стала популярная книга «Чудес света». Как называется автобиография Адольфа Гитлера? «Моя борьба. Политический и идеологический манифест Адольфа Гитлера, лидера Национал-социалистической рабочей партии Германии». Опубликован в 2 частях. В нем Гитлер описал свой путь в политику и свое мировоззрение. Книга содержит автобиографию Гитлера, но в основном представляет собой программный памфлет и пропагандистский документ. Немецкое название Mein Kampf при упоминании книги часто употребляется без перевода. Столетняя война – это вооруженный конфликт между Столетняя война – серия военных конфликтов между Королевством Англия и Королевством Франция. Поводом к этим конфликтам являлись притязания на французский престол английской королевской династии Плантагенетов, стремящейся вернуть территории на континенте, ранее принадлежавшие английским королям. Война продолжалась 116 лет, с 2 продолжительными перерывами. Что стало причиной, которая повлекла за собой свержение династии Рюриковичей? Смутное время, или смута, период в истории России с 1598 года по 1613 год, на который приходится череда затяжных военных конфликтов, восстаний, дворцовых переворотов, самозванцев на московском престоле. Выделяют 3 этапа смутного времени: династический, первоначальный период борьбы за власть после смерти Ивана Грозного; социальный, время междоусобиц народных классов и вторжение польских интервентов; национальный период борьбы с поляками и до избрания нового царя из новой династии Романовых. В каком году было принятие христианства на Руси? В 988 году Владимир Святославич крестил Русь. Крещению Руси предшествовал долгий процесс выбора веры. В летописях говорится, что Владимир беседовал с представителями иудаизма, христианства и ислама, а также отправил 10 доверенных людей в разные страны, чтобы они изучили обычаи, соответствующие разным религиозным конфессиям. Принятие христианства имело значительные политические последствия. Оно способствовало усилению международного престижа Руси, способствовало быстрому укреплению государственных институтов и привело к развитию культуры. Владением какого государства был Гонконг до 1997 года? Гонконг был колонией, а позднее зависимой территорией Британской империи с 1841 по 1997 год. С подписанием Китайско-британской совместной декларации в 1984 году, в которой говорилось, что экономическая и социальная системы в Гонконге
останутся относительно неизменными в течение 50 лет. Британское правительство согласилось передать всю территорию Китаю по истечении срока аренды новых территорий в 1997 году с превращением Гонконга в специальный административный район. Король какой страны подарил Петру I янтарную комнату? Янтарная комната – шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувший во время Великой Отечественной войны. В отделке преимущественно использовался янтарь. Большой кабинет состоял из янтарных панелей, украшений и панно. Создано немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, затем подарено Петру I. Считалось жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе. Сколько государств принимали участие в Первой мировой войне? – 28 июля 1914 года начался один из самых широкомасштабных конфликтов в истории Земли. Участниками Первой мировой войны 1914-1918 годов стали 38 из 59 существовавших на тот момент государств. Эта война навсегда изменила политическую карту мира и ход истории человечества. Посадка какого овоща привела к массовым бунтам крестьян в Российской империи XIX века? Картофельными волнениями в Российской империи называют массовые бунты удельных и государственных крестьян. Спровоцировало недовольство насильственное введение посадки картофеля. Крестьяне не желали употреблять заморский корнеплод в пищу. В силу своего невежества они ели позеленевшие клубни, что приводило к смерти. Кровавым воскресеньем называют: Кровавое воскресенье, 1905 год, принятое в исторической и публицистической литературе название событий 22 января, 9 января по старому стилю в Санкт-Петербурге. В этот день войска и полиция столицы применили оружие для разгона мирного шествия рабочих, направлявшихся с петицией к царю.